Во время своей недавней поездки в Великобританию я узнала нечто новое не только об английском языке как об объекте изучения, но также о технологиях изучения и, что еще более важное, о сути самого языка. Мир по-русски и мир по-английски звучат совершенно по-разному. Более того, мир на русском языке и на английском совершенно разные. И я говорю не только об интонации, которая свойственна какому-то конкретному языку, или уникальным фонетическим наборам и пассажам. Это да, это все тоже играет важную роль. Но сегодня я вам хочу рассказать не об этом. Мир на русском и на английском разный, потому что мы, люди, которые создают эти миры, вкладываем разные смыслы в слова, которые мы произносим. В силу нашего воспитания, нашего образования мы оперируем в основной своей массе теми словами и понятиями, которые зафиксированы в словарях нашего языка. Этим словам научили нас наши родители, мы выучили их в школе и прочли в учебниках философии в университете. Мы умеем эти слова писать, по крайней мере, очень стараемся это делать, и мы абсолютно точно умеем их произносить. Но самое главное, у нас есть четкое представление о том, что мы хотим сказать. Эти слова прошли огромный путь. Они были естественным образом отобраны, и сегодня они живут в нашем сознании. Они составляют нашу картину мира. Мы оформляем мысли этими словами. Да как же нам учить язык, если русская картина мира и слова, которые живут в русском сознании, и английская картина мира сильно отличаются? Мой ответ – думайте на английском. За все время изучения английского языка я пришла к заключению, что существует очень немного слов, у которых есть дословный перевод с русского языка на английский. Как правило, это какие-то осязаемые объекты. Например, table – стол, chair – стул, или небо – sky, или глаголы, обозначающие движение. Но когда вы начинаете вдумываться, уже, может быть, на более высоких уровнях изучения языка в то или иное слово, или пытаетесь перевести ту или иную конструкцию с русского языка на английский, у вас начинаются проблемы. Представьте себе ситуацию. Я оказываюсь в ней каждую среду. И впервые я с этим столкнулась, когда начала преподавать английский язык в университете. Перед вами сидит группа студентов, а на столе лежит английский текст. И в этом английском тексте вам начинают встречаться слова, значения которых вы не можете перевести на русский язык. Вы даже не можете подобрать русские слова, которые бы объяснили значение этого слова. Вот тут-то и начинаются проблемы. Возьмем хотя бы такое базовое понятие, как дом. Когда-то давным-давно, еще до интернета, до хэштегов, люди построили дом. Это 4 стены, какая-то крыша над головой, дверь, окна и так далее. У нас у всех есть дом. Я надеюсь, у вас у всех есть дом. И мы, люди, которые выросли в русской среде, мы вкладываем в понятие «дом» достаточно определенное значение. Для нас дом – это, во-первых, строение или здание. С другой стороны, для нас дом – это место, где мы выросли. Это место, где живут наши родители. В английском языке все совершенно иначе. Привычное для нас дом делится на home и house, где house – это строение, это здание. Например, за окном стоит house. А дом – это место, где вы выросли, где ваша душа отдыхает, куда вы можете прийти и расслабиться после долгого рабочего дня. И тогда перевод выражения I left that house and came home, как бы вы ни старались, у вас не будет стройным и лаконичным. Нет, вы сможете его перевести с помощью контекста или с помощью описательных методов, но все-таки вы потеряете емкость и сжатость, вы потеряете довольно много смысла. Более того, одну и ту же ситуацию русский и английский языки описывают совершенно по-разному. Представьте, что мальчик приходит домой из школы, и родители у него спрашивают, как у него дела. Он говорит: сегодня был сложный тест, учитель мне поставил плохую оценку. На английском языке это звучит так. It was a challenging test, our teacher gave me unsatisfactory mark. Согласитесь, в данном случае мальчик выглядит не таким провинившимся, как в русском языке. Но потому что мы поставили неплохую оценку. Это не bad mark, это нежелательное, неудовлетворительное, unsatisfactory. А загадочное слово challenge, оно не переводится как сложный, difficult. Challenge – это вызов, это задача, это трудность, разрешив которую мы станем сильнее и умнее. То есть, очень грубо говоря, тест был несложный, тест был испытывающий способности. Решив этот тест, мальчик, может быть, преуспеет в школе, он станет более умным, он станет более эрудированным. После этого примера вам может показаться, что русский язык не настолько богатый и емкий, как английский. Но это не так, он такой же прекрасный и непереводимый. Возьмем хотя бы как пример фразу, которая знакома всем людям, живущим в 3-м тысячелетии. Знакомо, да? Мне очень знакомо. Жизнь – тоска. Что же мы вкладываем в понятие тоска? В английском языке нет такого слова. Есть anguish, yearning, misery, boredom, но даже все они вместе не описывают то чувство русской тоски, то чувство, что нам чего-то не хватает, и мы вроде бы знаем, что нам чего-то не хватает, но мы не знаем, чего именно нам не хватает, и это чувство нас удручает. В английском языке мы не можем сказать «я тоскую». Или другой пример.
Моя совесть чиста. У носителей английского языка нет совести, у них отсутствует концепт совести в их языке. Максимально близкое понятие – это conscience, разум или сознание. Но мы же с вами понимаем, что совесть и разум и сознание – это совершенно разные вещи. Но не будем же мы в повседневном диалоге объяснять нашему собеседнику феномен русской совести. А ведь мы так и делаем. В какой-то момент мы начинаем открывать какое-то приложение, Google-переводчик у нас в голове, и пытаться перевести наши русские слова на английский язык. Может, в этом и заключается наша проблема. Может быть, люди, которые учат английский язык, задаются совершенно неверным вопросом. В основном мы спрашиваем себя, как же нам выучить максимальное количество английских слов? Что если вместо этого задать себе вопрос, как же нам понять мир, который звучит по-английски? И в какое-то время, во время пребывания в Великобритании, мне позвонили родственники по скайпу, и я поняла, что я совершенно утратила навык разговора на русском языке, потому что начала думать на английском. И в этот момент скорость моего изучения языка начала расти просто в геометрической прогрессии. Я перестала переводить каждую идиому, каждое слово, каждое предложение. И вы знаете, у меня освободилось очень много времени. Я очень сильно разгрузила свой мозг. И существует миф, что думать на английском языке можно только уже на высоких уровнях знания языка. И отчасти это правда. Но вы можете начать прямо сейчас. Вы можете перестроить себя, свои мысли с английского языка на русский. И вы знаете, когда вы начинаете думать на английском языке, вам становится страшно. Ну, мне было страшно. Мне было страшно, что я потеряю себя, что я окончательно заблужусь в своих английских мыслях, потому что мое «я», оно русское. Я выросла и была воспитана на русских книжках. Я учила русский язык как родной. На английском языке «я» — это совершенно другой человек. Попробуйте как-нибудь сделать такое упражнение. Напишите на листочке слова, которыми вы описываете себя. Вот какой вы человек? Ну, слукавьте немного. Доброжелательный, упрямый, может быть, немножко, ответственный. И теперь сделайте то же самое на английском языке. И даже если вы будете знать сотни прилагательных, описывающих характер, вы никогда не подберете те, которые абсолютно точно будут передавать смысл русских прилагательных. Как бы наши учителя ни старались, они не заставят нас выучить все английские слова, идиомы и значения. Это невозможно. Но что возможно, как я уже сказала, так это перестроить себя, свои мысли на английский язык. Это сложно, это колоссальная работа над самим собой. Мне было действительно сложно, но это абсолютно возможно. Начните с простого. Придите сегодня домой и включите ваш любимый фильм на английском языке, с субтитрами, если хотите. Пусть там будет какая-то любовная драма, юмор, может быть, перестрелка немножко. И вы поймете, что фильм на русском и на английском языках совершенно разные. И вы знаете, меня часто спрашивают, как же выучить английский язык так, чтобы, встретив незнакомую идиому или слово, вам бы не пришлось каждый раз тянуться к словарю. Мне кажется, вы уже знаете мой ответ. Думайте на английском. И, как я уже сказала, есть миф, что на английском языке можно думать, только зная его на достаточно высоком уровне. Мол, вы себе учите спокойненько, нам говорят в школе, а дальше, когда придет время, вы уже начнете говорить на английском языке и думать на английском языке. Да, действительно. Только зная язык на достаточно высоком уровне, вы можете однажды проснуться и понять, что вы думаете на английском. А что же делать, если вы еще в начале вашего пути? Как же вам заставить мыслить себя по-английски? Это очень просто. А если это время никогда не произойдет, если вам понадобится годы, если вам понадобится месяцы для этого, не надо ждать, начинайте прямо сейчас. Для начала научитесь контролировать мысли в своей голове. Мы начинаем изучение языка со слов. Так происходило с русским языком, так происходит с английским языком. Как же думать на языке, зная только одно слово? Очень просто. Каждый раз, когда вы видите это слово, этот предмет перед собой или думаете об этом слове, заменяйте русский эквивалент на английский. Например, слово table, стол, мое любимое, видимо, слово table. Каждый раз, когда вы думаете, мне надо подвинуть этот table, думайте про table. Например, тот table довольно грязный, надо бы вытереть с него пыль. Дальше, подкрепившись уже немножко теорией, вы начинаете строить предложения. Вы можете сказать «This is my table» или «This table is clean», я только что вытерла с него пыль. Дальше вы начинаете изучать более сложные грамматические конструкции, и ваши мысли становятся более богатыми и разнообразными. И вы уже можете сказать «I like to lay the table» или «There is a dog sitting under the table». Сначала вы будете это делать медленно, но потом все быстрее и быстрее. В какой-то момент вы поймете, что вы абсолютно безбарьерно думаете на иностранном для вас языке. Главное понять, что для этого никакого особого времени ждать не надо. Начинайте прямо сегодня.
И вы знаете, говорят, что верх изучения языка — это когда в разговоре с носителем языка он не будет понимать, что английский — это не ваш родной язык. И в конце своего пребывания в Великобритании я приехала в аэропорт для того, чтобы лететь обратно в Россию. И у меня завязался разговор с сотрудницей авиакомпании на стойке регистрации. И в конце она попросила мой паспорт. Я протягиваю свой российский паспорт, а она произносит слова, которые я запомню на всю свою жизнь. Она говорит: «Для регистрации мне нужен ваш британский паспорт». И после этого, когда благодаря 2 фразам меня приняли за носителя языка, я поняла: вот оно. Даже если мой последующий диалог с этой милой, чудеснейшей, моей любимой женщиной, я выдала себя, я этого уже не помню. В мою память врезались именно эти слова: «Мне нужен ваш британский паспорт». И я абсолютно уверена, что каждый из вас может оказаться в ситуации, когда в каком-нибудь аэропорту, на какой-нибудь стойке регистрации у вас попросят ваш британский паспорт. Спасибо большое.